Всем привет! Мы продолжаем проходить Fatal Frame 4. Она же называется Project Zero. У меня тут страшные лица вылезают на паузе. Ладно, поехали. В общем, мы играем за детектива Лазарет Хайбара. И идем вот там, где нарисован на карте ключик. Поехали. Это примерно вот здесь, да, где-то? Там что-то можно изучить. Что это такое? На стене висят устаревший календарь и медицинская диаграмма. Ладно, это бесполезно. Это там мы идем за Хайбарой. То есть за директором этого лазарета. Или что-то такое. Или главврач какой-то. Что-то в коридорчике имеется. Так, помнить бы управление. Ага, все. Вот и все управление. Тянемся аккуратненько. Оп. Оп. Синий камень. 5 штук. А сколько у меня, интересно, вообще есть? Угу, того 9. Вот хранение, интересно, что это такое? Увеличивает максимальное количество сохраненных очков духа. То есть больше мне очков будут давать, что ли? Не совсем понятно. Ладно, все равно не хватает. Дальше пошли. Ну, хотя бы у этого мужчины есть фонарь, который не расходует у нас совсем пленку. Тихо, кто там? Вот очень удобно мне наблюдать шторы. А там-то за шторами что? Где камера вообще? Включись. Так, на полу что-то есть. Ну, подожди, а вот мышкой? Такое ощущение, что мышка, по-моему, немного удобнее. Ладно. Медицинская трава, хорошо. Пока попробуем продолжить играть на геймпаде. Тихо, ты не то дергаешь. Стоять. Мужик, не иди туда. Пока попробуем продолжить на геймпаде играть. Если будет уж совсем неудобно и будет гейм-оверы часто встречаться, то перейдем на мышь. В шкафчике что-то есть. Статья «Массовое исчезновение». Это вырезка из журнала. Мы погружаемся во тьму, скрывающуюся за загадочными исчезновениями на острове Рагецу. Прошло 6 месяцев после массовых исчезновений на острове Рагецу. Расследование застопорилось, инцидент находится на грани забвения. Но мы раскрыли зловещую историю, которая может стать ключом к разгадке тайны. Причудливая болезнь, синдром лунного света. Вначале мы сосредоточили наше расследование на чем-то там, текст обрывается. Катастрофа легенд Рагецу возвращается. Фольклористы, знакомые с историей островов, говорят, что эту болезнь издавна боялись как чуму, так что ее влияние явно простирается за пределы сегодняшнего инцидента в туманное прошлое островов. Легенда также рассказывает о странном инциденте, в результате которого исчезло более половины жителей острова Рагецу. Что если исчезновения на Рагецу были вызваны эндемической вспышкой синдрома лунного света? Остров окружен бескрайним океаном. Туристические усилия прокляли остров. Некоторые жители острова были против превращения Рагецу Кагура церемонии, которая должна была успокоить душу умерших в туристическую достопримечательность. Может быть, истинная причина этого странного случая — ничтожность тех, кто пытался превратить священную церемонию в коммерческое зрелище. Смерть последнего свидетеля.
Нашей единственной оставшейся зацепкой была последняя живая свидетельница происшествия, молодая девушка. К сожалению, она умерла в больнице несколько дней назад. По сообщениям, она использовала свой последний вздох, чтобы оплакать свою мать. Что же увидела эта бедная девочка в тот роковой день? Он известен только на заброшенном острове Рогецу. Ну, из текстов, в принципе, не очень-то много что понятно. В общем, были какие-то инциденты, люди пропадали и так далее. Ладно. Приблизительно смысл понятен. Ладно, пойдем туда. Ну, скоро же должны духи, да, вылезать. Я думаю, что это будет уже в этой комнате. Здравствуйте. Да быстрей, кто? Оно? Да, врачи проводят операцию. Успел. Таки. Всего 500 очков дали, кстати, за это. Не густо. Так, давай-ка мы осмотрим. Чего мы осмотрим? Где-то в этой комнате что-то есть полезное. И это надо подсветить. Допустим. Что это такое? Что-то в бутылке. Но не вижу, что написано. А, один камень. А он что, прям на бутылке лежал? Раковина почернела от грязи. Похоже, что вода не течет. Но тут в целом, по-моему, вся больница без коммуникации осталась. Так что я не удивлен. Кстати, а нет, еще это не тупиковая комната, вон тут проход. И да, оп, что-то можно где-то взять. Это подушка с волосами. Я забыл, как стрелять что-то. Где она? Где? Ай-яй, быстрей. Не вижу. Не вижу, где девчонка. Вот она. Ну, тут осталось-то ее добить. Чуть-чуть. Хоть управление вспомнить, что ли. Дневник с картинками номер 2. Что-то лежит там, где исчез призрак. Я сказал доктору, что мне это не нравится, что мне больно, что завтра будет еще операция, что мне плохо, что операция, еще операция, что завтра будет еще операция, что завтра будет еще операция, хирургия, и много-много раз написано «это больно мне». Ага. У кого-то прям шизофазия какая-то. Кто-то явно не хотел оперироваться. Так, это все, да? Странно то, что тут вроде как тело лежало, но теперь просто кучка волос. Ну, так как тут был призрак уже, да, вряд ли меня что-то за руку схватит. На хирургическом столе остался отчет о вскрытии. Асаги Хизуки. Хизуки Асаги, женщина, возраст 6 лет. А что-то они про детей-то все, они что, детей скрывали? Время смерти, полночь, 0:32. Обстоятельства смерти. Состояние сильно ухудшилось после второй хирургической операции. Пациентка была успокоена, но внезапно стала невменяема в течение ночи. Доктор оказал неотложную помощь, но безрезультатно. Пациент вскоре умер. Ага. Ну, идем за этим человеком. Ну как, за призраком. Большой предмет, замотанный в ткань. По идее, все. Больше в этой комнате исследовать нечего. Ну вот с этой вот штучкой синей, которая внизу экрана, очень удобно стало. То, что ты уже понимаешь, что нечего больше в этой комнате делать. И ты уже все смотрел. Помогает. Звук изменился.
Подожди, на полочках есть что-то? То, что можно взять где-то рядом. Не пойму, с какой стороны. О! Ассистент перед столом. 1000 дали за него. А за 500, за операционный стол всего 500. Модель человеческой головы сидит на вершине медицинского чемоданчика. Ну, наверное, не сидит, а все-таки стоит. Трудности перевода. Здесь должно быть проводились операции на мозге. Оп, еще что-то есть. Опять записочки. Что такое Рагетсу Кагура? Раз в 10 лет в сентябре на острове Рагетсу, в главном острове островов Рагетсу, проводится очень важная церемония. Это Кагура Рагетсу. Кагура Рагетсу — это представление средства прямой связи между живыми и мертвыми. Происхождение ее неизвестно, но жители острова Рагетсу пронесли ее через века как способ почтить память умерших. Вот никак нельзя точно манипулировать страницей, только вперед-назад листать. Ладно. Кагура — это самый важный фестиваль острова. Каждые 10 лет созывает домой тех, кто родился на острове Рагетсу. Считается, что они совершают это путешествие вне зависимости от того, как далеко они живут. Кагура была доступна только для местных жителей. На 30 лет назад Кагура была открыта для посетителей и теперь является центральной туристической достопримечательностью, наверное. Итак, Хайбара вернулся на остров на фестиваль. Кагура была очень важна для здешних жителей. Если подумать, сегодня был день фестиваля. Если бы на острове кто-то остался... все, на меня больше никто не нападает. Ящики полны неиспользованных лекарств. Подожди, ну-ка давай вот здесь вот пробежимся, что-то досмотреть. Открыть можно. Нет, да не туда. Ну не туда, не туда. Значит, за вот этой вот тряпкой что-то есть. Как подойти туда? Вот. Тут прям важно ничего не пропускать. Но с этими записками уже начинают поддушивать. И я наблюдал случай синдрома лунного света в лазарете Хайбара. В тот момент, когда я впервые взглянул на одного из пациентов, жуткая дрожь пробежала по моему позвоночнику. Этот синдром не похож ни на что когда я либо видел раньше, а в своей работе я видел больше, чем свою долю необычных и тревожных вещей. Синдром лунного света проявляется симптомами фрагментации памяти вместе с ухудшением самочувствия, что приводит к разрушению личности страдальца. На поздних стадиях болезнь приводит к полной амнезии. Увидев это своими глазами, я вновь ощутил срочность своей работы здесь. Доктор Хайбара рассматривает синдром лунного света как особый вид местного эндемического заболевания, но он не мог еще поднять природу этого состояния или разработать надежный метод лечения или лечения. Метод лечения или лечения, как понять эту фразу? Он сосредоточился на медикаментах в сочетании с хирургическими процедурами народной медицины в качестве средства борьбы с этим заболеванием. И дали маленький железный ключ. Ага. Ну, нам в холл нужно идти. Я понял. А что, драки не будет? Ну вот, я думал, будем отбиваться за ключик от кого-нибудь. Так, еще что-то в этой комнате есть. Не страшно. Оп. Я тут скорее больше с камерой, наверное, борюсь, чем на призраков каких-то отвлекаюсь. Пока только один раз меня рука схватила, точнее пыталась. Но все равно надо держать ухо, как говорится, востро.
Я все-таки полагаю, что тут как бы все. Сейчас вот я еще раз в конец этой комнаты вернусь. Да, пропала эта желтая, синяя штука. Ну, неудивительно. В общем и целом, мы, наверное, сейчас по дороге назад будем идти, нас будут призраки кошмарить. В общем и целом, о чем говорили все эти записки? То есть у нас был какой-то врач, который пытался лечить с помощью ритуала пациентов, у которых была лунная болезнь, которые теряли память. Они теряли память вот с этой болезнью. И он, наверное, ритуалом как-то их лечил. Ага. Тут у нас, в принципе, в каждой комнате, по-моему, немного разная музыка. Ты видел? Ай, добеги ты! Добеги! Ой, какой он неповоротливый. Сколько у нас вообще призраков? Вроде один. Это у нас есть, по-моему, тот самый Хайбара, да? Где ты, дружок? Не вижу. Где он? Есть ли у нас тут Fatal Frame? По-моему, нету. Надо суперудар поставить на основной. Отчет информатора. Я связан с лазаретом Хайбара. Я хочу рассказать правду о недавнем исчезновении этих девочек. Когда я шел по территории лазарета, я слышал звуки детских голосов, доносящиеся из колодца. Сначала я подумал, что мне послышалось, но голоса становились все отчетливее. Они не просто плакали, как плачут обычные дети, когда падают или теряют из виду своих родителей в людном месте. Это был более полый, ужасный звук. Ниже, к сожалению, мне не прочитать. Ладно. Не одними записками едины. Слава богу, то что тут бесплатные кадры. Но с помощью фонаря очень удобно призраков ловить. Ловить, изгонять. По-моему, он гораздо лучше действует, чем фотоаппарат. Плюс в фотоаппарате пленка кончается. Но, скажем так, фонарь это не совсем каноничное оружие. Эй. А их двое, что ли? Да, их двое. Не работает это оружие. Был бы какой-нибудь призрак посложнее, я, наверное, уже помер. Давай, полечимся. Эй, да почему? Так, я начинаю теряться в управлении, у меня какая-то паника. Блин, да их двое, это очень сложно, по-моему. Эй, отпусти. Вот любят они в коридоре тебя закрывать с призраками. Наконец-то, все.
Главное войти в ритм. Я так и знал, что они со стенок будут вылезать. Пойдет. Так, -1, а второй. Все, замочили меня. Все, потому что перепутал. Ладно, давай где-то будет сохранение, наверное. У меня стоит какая-то линза, которая мне очень сильно мешает. Ладно, мы сейчас, по крайней мере, этот момент очень быстро весь пробежим, не будем ничего перечитывать. Значит, я 2 раза призрака фотографировал. В операционной и еще, по-моему, где-то. Собирал он на что в основном? Синий камень, красный камень. Расслабился. Призрачная рука. Это говорит о том, чтобы ты не торопился. А все, да? Вот эту штуку теперь не поднять? Слушай, предмет исчезает, если тебя рука ловит. Ну и чего? Все, прочитали, закрыли. Тут еще что-то есть. О, точно. Медицина. Все, дальше. Что же это за линза такая, которая не работает и светится желтым светом? Ясно, я не успеваю. Переигрываем, что могу сказать. Плохой старт. Призраков пропустил и еще что-то упустил там. Рука схватила. Скорее всего, рука хватает тебя рандомно. Кстати, вот тут здесь у нас. Угу, это одна дверь. Короче, не торопимся. 2. Пойдет. Почему-то он иногда очень странно себя камера ведет, и персонаж весь дергается. Кто додумался прям возле двери положить этот шарик? Ну серьезно. Чтобы вот я вот так вот прилипался весь. Оп, оп. Все, мой. Я, короче, чуть не да. Я чуть не потерял, короче говоря. Хорошо, что переиграл, потому что я бы остался без красного камня. А чё ящик не трясется? Может потом? Какие-то, кстати, шарики собираются, ну, сразу же.
За какими-то прям надо тянуться. Сохранений бы побольше. Я думаю, что придется тут местами большие участки переигрывать. Так, врачей. Потом здесь мы вот тут камень берем. Тут еще будет призрак. Это все, да, по-моему? Тут. Да, мы должны к столу хирургическому подойти. Это как? Где она? Всем выйти из сумрака. Давай последний раз ее. Оп. Что, не добил? Да ладно. Так, она где-то рядом. Все, до свидания. И теперь... Ага, ну, записочки опять. Ну, естественно же, ничего не поменялось. Так, в этой комнате еще что-то осталось. Ага. Тянемся. Оп. Ну, этого призрака нельзя сфотографировать. Он как катсцена скорее идет. Плохо то, что они тебя запирают вот с этими призраками в коридоре, когда их двое. Тяжеловато с ними драться. Как вариант, конечно, можно... Не успел. Как вариант, можно сбегать до сохранения. И потом вернуться за ними. Когда мы меньше будем переигрывать. Давай быстрей. Так не хочется этот куски такие большие переигрывать, правда. Да-да-да, я понял, куда идти. Точнее, не очень. Я забыл немного там уже расположение всех комнат, но ничего. Куда идти-то мы сейчас найдем. Главное, просочиться вот как-то надо, замочить двух призраков. Оп, не попал. Ну, второй раз точно не схватит. Еще 5 камней. Отлично. Слушай, а мы можем как-то прокачаться? Камней 10. Когда экипирован. Подожди. Так. Все, это мы, короче говоря, экипировали, проверяем. Одето, одето. Хорошо, это.
у нас. Я хочу поставить его вот сюда. Все, чтобы не мешался. Теперь. Это мы никак не можем прокачать. Мы камни собираем для девчонок. Если я правильно понял. Увеличивает эффективное расстояние выстрелов. Но мне не хватает. Ладно, давай максимальную мощность. Чтоб как следует врезать, так врезать по призраку. Все, и мы выходим. По идее, в этой комнате все. Сейчас мы будем опять драться с призраком, по-моему, на выходе. В операционной, да? Вроде тут мы дрались. Да, точно. Проверяем. Угу. Здоровья немного у меня. Будем стараться. Это прям скример. Это прям скример. Оп, долбанули чуть-чуть. Где он? Нормально. Не вижу, где он. Ну вот этот не сложный вообще. Да, дяденька не сложный. Но вот, которые за ним, двое еще и в коридоре, они по стенкам прячутся, вот в чем дело. Эти прям не очень. Все, давай так. Да как, блин? Отвали, отвали! Как мало трава лечит, а? Эй, да я не вижу, что происходит. Быстрей, мужик. Быстрей, быстрей, быстрей. Все. Тут хотя бы площадь побольше. На, сзади, ну точно. Так, -1. Где девчонка? Отлично. Хоть я остался без лечилок, но хотя бы я их убил. Это было что-то как-то сложновато. Но я смотрю то, что не помогает выбегать. Кто смеется? О. Я думал, это полезная кукла. Не помогает выбегать в другие комнаты. По-моему, где-то в какой-то из частей можно было удрать от призрака, и он за тобой сильно бежать тоже не будет. Он типа будет находиться в одной комнате, и в ней он будет оставаться. Ну, типа как привязан к месту, скажем так. Вот.
Мы же уже видели это. Хайбара. Ну. Это же катсцена была в самом начале этого уровня. Я должен найти другой путь, чтобы спуститься вниз. Давай-ка мы лучше к магазину подойдем. Кстати, опять звучит звонок. Такое ощущение, что у нас заново все повторяется. Ничего не пойму. Так, сколько у меня? 110 тысяч. Вот. Давай на 50. Торговля успешна. А все, на телефон можно не отвечать? О. Ты читала письмо, которое я отправил? Я слышал их. Эти голоса из колодца. Те маленькие девочки. Они должны быть где-то под лазаретом. Я больше не могу, ничего не могу сделать. И снова драка. Хорошо, что я сохранился. А где все? Давай так вот. Оп. Отлично. Минус медсестра. А как долго мы этих призраков-то будем тут изгонять? Ну типа я же уже это делал вроде. Разве нет? Давай. Съедим одну пилюльку. Давай-ка сохранимся. Все, полетели. У меня тут ключ был. Сейчас посмотрим, откуда он подходит. Здесь где-то коридорчик такой. Правда, я тут двери совсем не помню. Но вот эта катсцена, где Хайбара этот забегает в лифт, она уже была. И телефон тоже звонил. Это что, день сурка какой-то? Надо кофейка глотнуть. О, тут, по-моему, этот офтальмолога проходит. Так, давай, записки номер 1000 какой-то там. Интервью с пациентом Такахаши Аиба. Еще и документ. Синдром лунного света и луна. В легких случаях синдрома лунного света пациенты начинают терять фрагменты своих воспоминаний и ходить во сне. Ни один из этих симптомов не является особенно редким и даже может встречаться вместе, но именно влияние фазы Луны на пациентов с синдромом лунного света делает это состояние очень отличным от других. Пациенты стабилизируются, когда Луна растет и является полной, но склонны искать лунный свет никак не пролистнуть ниже. А в тяжелых случаях пациенты теряют почти все свои воспоминания и тянутся к окнам и крышам, создавая впечатление, что их ведет лунный свет. Они счастливо купаются в нем, как будто к ним возвращается их утраченная сущность, хотя и на мимолетное недолгое мгновение. Пациенты, потерявшие память, непременно начинают смотреть на Луну. Подобные симптомы могут возникать в отдельных случаях, но трудно удовлетворительно объяснить их одновременное появление у нескольких пациентов.
Это состояние характерно только для островов Рагетсу, поэтому оно может быть связано с климатом или верованиями этих островов. То есть у нас комплексно как-то детишки выпиливались, что ли? На столе валяются несколько бутылочек с лекарствами и шприцы. Спасибо, не надо. Так, ага, вот тут я зашел. Он не может окошки разбить. Так, выхода 2. Ну, мне кажется, все-таки какой-то из них только один открыт. Угу. Кстати, лунный свет. Очень символично для этой игры. Так что подожди. Скорее всего, это сюжетный проход. А этот, наверное, будет закрыт. Нет. А, это получается застойка, где телефон стоит. Всё. Мы... Оп, поймали тетю. Медсестра кладет деревянную карточку. 2000 за нее. Отлично. Вот здесь у меня синим горело. Да какой открыть? Подожди, я же смотрел на картотеку или что это? Вот сюда я смотрел. Зачем они кладут предметы? Вот хорошо. Зачем они кладут предметы прямо возле выхода? Ну неудобно же. Священная вода. Полки полны лекарств. Должно быть, их выдавали пациентам. Ну да, а я думал, тут этот, как у регистратура. Ладно. Аккуратненько. Оп, 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 мое. Деревянная карточка, убывающая луна. Нашли небольшую панель, украшенную какой-то небольшой луной. Убывающей, точнее. Убывающей. Скорее всего, будет таких одна или две. Может быть, даже больше. И они как-то будут стыковываться. Какой-то один ключ, наверное, я не знаю. Но тут еще глава только началась, так что будет много интересного. Еще и загадки поразгадываем, и от призраков побегаем. Ладно, я вот думаю, может пойти сохраниться. Потом быстренько бежать. Что-то вот мне эта история научила тому, то, что придется некоторые моменты очень много раз переигрывать. Поэтому, наверное, какие-то моменты лучше не лениться и сбегать в сейф-комнату. Храниться лишний раз. Вот так вот просто пробегаем. Оп, автосохранение и дальше. Ну, это игра тягучая такая. Ты тут должен просто ходить и впитывать прям атмосферу. Тут не экшена особо, ничего такого. Экшен, наверное, в этой серии игр все-таки встречается, наверное, на финальном боссе. Думаю, так. А так в основном тихо, медленно, атмосферно. Я должен спрятать ее, пока директор не узнал что-то. Ассистент что-то прячет. За 1000. Подожди, мы же его убили. Так. Но в это помещение можно зайти вот только с этой двери. А, ну, вот он и проход. Все. Мне кажется, в окошках тоже кто-то будет появляться, так что... Кто звонит мне в столь поздний час? Кстати, вон еще какая-то маска. Естественно, персонаж у нас ходит клишированно только ночью. Днем... Ну, кто же днем тогда будет по таким заведениям ходить? Безумцы. Да слабаки. Так, тянемся. Оп. Оп. Записки помощника Хайбара. Это вот который сейчас был там за стенкой.
Проходят дни, и наши усилия по лечению синдрома лунного света продолжаются. Методы лечения доктора Хайбара показали некоторые положительные результаты, но они начинают терять свою основу в медицинской науке и все больше запутываются в суевериях и фольклоре. Он делает все больше акцент на своих собственных идеях и легендах острова. По-видимому, пациенты, которые видят бутонизированное лицо, видимо, только себя, также бутонизируются. Чего? Что такое бутонизироваться? Ладно, тогда происходит цветение. Я не знаю особенностей этого симптома, но я видел, как цвет исчезает с лиц людей при одном только упоминании этого слова. Судя по звуку, я сомневаюсь, что это имеет какое-то отношение к ботанике. Говорят, что те, кто видит лица людей с тяжелыми случаями синдрома лунного цвета, резонируют с ними и сами что-то там. Ясно, что ничего не понятно. Короче, все они как-то так или иначе бутонизируются. Что ж, пусть бутонизируют. Ой. Да, что-то не очень идея на клавомышь играть. Все-таки геймпад привычнее, по-моему, в этих играх. Принесите файл, о котором мы говорили, просто оставьте его на столе. Свет в кабинете директора горит. Там кто-то есть? В смысле сразу с драки? Вообще. Это нечестно. Где он? Ну, дядька вообще никаких шансов не оставляет, серьезно. Ну-ка, дружок. Бам. Бам тебя. Шторка мешает. Где он? Вот. До свидания. Вот это вот, я считаю, нечестная фигня. Ты стоишь, только отходишь, какой-то слушаешь звук, и сразу же на тебя нападает. Хорошо, что он меня грызть не стал. А то бы мы еще и тут прикурили. Че, придется лечилку использовать? Что тут делать? А то священная вода потом. Того самого. Нормально. В принципе, денег достаточно. Считай 2 выстрела удачных по какому-либо призраку, и нормально. Так, где-то тут синяя палка горела. Может, она здесь? Ну, вообще здесь, да, что-то есть. Аккуратно. Шкатулка с гравировкой. Она закрыта каким-то механизмом. На ней выгравированы узоры восковая луна и восковая луна. Видны 2 прорези. Ну, чтобы вот эту шкатулку открыть, я не знаю точно что-то. Наверное, что-то великое. Нужны будут 2 вот этих ключа. Один из них я нашел, а второй неизвестно когда. Так, кажется, это все. Большая стопка папок. Кто-то собирал обрывки документов. Ну, здесь у них какая-то картотека была или что-то, я не знаю. Ну, это кабинет какой-то директора, наверное. Но мы вот, я смотрю, всю главу вот с этим дядькой, который врач какой-то там, все деремся постоянно, и девчонка нападает. Ну, видимо, которую оперировали. Скорее всего, он будет что-то вроде босса.
Подожди, что-то знакомый коридорчик. Нет. Очень подмывает сходить сохраниться. Камень духа 5 штук целых. Но у меня уже максимально типа фонарь прокачан. Никак. Здрасте, ты кто такой? Директор Хайбара проходит мимо. А ты куда пошел-то? Дверь в другой стороне. Может, его еще раз? Какой вальяжно проходящий доктор. Ну, в принципе, что ему, да, стесняться? Он в своем кабинете находится. Оп, 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 мое. Синий камень. А сколько у меня их, кстати? 6 штук. Лунная энергия. Я так полагаю, что у тебя луна будет быстрее. Время перезарядки, да. Попробуй вот это хранение прокачать. Может быть, побольше очков будет капать. Увеличивает количество очков, полученных за цепочку снимков. Это дорого. Увеличивает эффективное расстояние выстрелов и урон, наносимый приближающимся призракам. Я так понял, да, что у тебя диапазон круга будет больше. Не знаю, пока как-то все это, прокачка вся одинаково выглядит. Точно не знаю, что мне надо. Стол завален папками и старыми конвертами. Хорошо. Записки директора Хайбары. Здесь лежит блокнот. Я происхожу из уважаемого рода главных жрецов, носящих почетное имя Хайбара. Я также являюсь знахарем этого острова, и как таковой сталкивался лицом к лицу с этим состоянием, известным в современном языке как синдром лунного света. Создавая учреждения для исследования и лечения синдрома лунного света, я использовал преимущества медицинской науки и в то же время придерживался учений моих предков. Ношение масок стимулирует различные части человеческого мозга. Это захватывающее явление, которое наука в одиночку объяснить не может. Маски действительно являются мощным методом изучения потенциала мозга. Они открывают нам дверь для исследования новых территорий. И так появилась деревня. Нет, истинная форма Рагецу Кагуро. Этот обряд дает нам возможность погрузиться в бездну разума, однако обряд нисхождения был запрещен с тех пор, как он привел к катастрофе на острове Рагецу. Легенды, повествующие об этой катастрофе, ужасают, но чтобы победить синдром лунного света, мы должны быть достаточно храбрыми, чтобы переступить запретные какие-то штуки. Не знаю, непонятно. Ладно. В целом история приблизительно ясна, как бы. А что еще больше надо? Тут этими записками, как правило, во всех частях грузят, так что все нормально. Решетка. Ну явно. Подожди, а тут тупик оказывается. Что же делать, что же делать? Я должен найти другой путь, чтобы спуститься вниз. Что это? Ассистент заграждения. Так. Допустим. Ага, через решетку. Ну, хоть здесь, слава богу, персонаж догадается руку просунуть сквозь решетку. Деревянная карта, растущая луна. Шкатулка с гравировкой. Коробка открылась, когда были вставлены карты луны, воск и ваниль. Памятка с кодом. В коробке лежит лист бумаги. Так. Записываем циферки.
эти вот 438 951. Остальные цифры зачеркнуты. Кабинет директора. Дважды 7 дней делает новолуние полным. Плюс 1 это ключ к квадрату. Дважды 7 дней. Допустим, 2 на 7. Новолуние полным. Как понять новолуние полным? Плюс 1. Ну, квадрат, я думаю, что это 4. Ладно. Разгадайте код записки. А куда вообще этот код применять? Мне что-то не совсем понятно. Стой. Что-то где-то есть. Либо это в другом коридоре. Так, а что этот код-то, я не понимаю. Куда-то его надо вводить? Или что? Просто я никаких циферблатов тут не находил. Пробежимся-ка мы, пожалуй, к первому коридору. Ну, в холл туда. Просто странное такое задание. Разгадайте код записки. А куда его, что? Куда его вводить, допустим? Вот сюда, может быть? Сомневаюсь. Слушай, а может быть это код от лифта? Сейчас посмотрим. Вообще в целом надо посмотреть предметы, какие есть. Так, ну хватит дергаться. Все, собрались, идем. Угу. Сюда я проходил? Да. Все, я помню. Типа регистратуры. Куда ж код вводить тогда? То есть разгадайте код записки. Ну, типа, хорошо, я его разгадаю. Но для чего? Его же куда-то надо вводить, правильно? Кстати, что у меня там по деньгам? Угу. Еще немножко прикупим. Здоровьица. Это что? Угу. Костюмы, кстати, наверное, есть. Просто одежда. Не очень уместно. Очки.
Шляпа детектива. Ему не идет. Она большая. Но маска лисы-то точно вообще ни к чему. Чего они вечно фонарит от места головы пихает, я вообще не понимаю. Слушай, ну у дядьки тут меньше костюмов. Дядька у нас не модник совсем. А, слушай, у нас же есть еще второй этаж. Старомодный лифт. Хорошо. А наверху? Просто если я правильно помню, у нас этот Хайбар уехал... Уехал вниз, а не наверх. Так, тут у нас ничего нету. Угу. Сейчас я еще вот сюда, в общем, пробегусь. Вот это что за дверь? Просто правда, ну код от записки же надо куда-то вводить. Как иначе? Не исключено то, что получится даже какой-нибудь пропущенный предмет найти. Ну а вдруг? Как отработал? Да, нормально. Ну как нормально? Первую смену утреннюю, что-то вообще беда. У меня до сих пор руки от кувалды болят. 3 часа по коронке долбил, стронуть не мог. Сварщик потом приехал, разогрели и я открутил. Ну, впечатления-то остались. Я с утра между сменами просыпаюсь, а рука просто не поднимается. Она стала очень вялой. Вторая просто болела, а другая прям вот чувствительность потеряла. Вот. Да и вчера тоже, блин, не бурится что-то нифига на том блоке. Вот не бурится прям. Там порода какая-то пососная, все сыпется. Вода плюс. Как-то так. Топаем, короче говоря, в холл. Будем... Посмотрим в инвентаре, что надо. Может быть, коробочку надо заглянуть. А вы прям всегда будете теперь меня атаковать? Ай, падла, их трое. Беги, мужик. Давайте здесь быстрей. Вот так хотя бы. Так, давай групповое фото. Ну да. Минус 1. Второй. Иди сюда. Вот так вот. Ну, в принципе, если такие призраки будут появляться, то я не против. Я на них только зарабатываю. Все, до свидания. Так, сохранение есть. Предметы. Луна. Туда-сюда. Шкатулка.
Там было разгадайте код записки. Блин, так это старые записки-то все. То есть они мне всю игру запихивают эти записки, а потом давай-ка ищи среди них. Это явно не то. Так, это вот как раз за мужика вот эти помощники хайбары там и так далее. Бутонизируются они тут все. Фотосинтез, все прикольно. И все. Так, это... Не то. Шкатулка есть с гравировкой. Ничего не понимаю. Надо ввести код, а я даже эту записку, блядь, не вижу. И мало того, я еще и не понимаю, куда этот код вводить. Ну да, хера с два, естественно, это все будет закрыто. Ситуация. Ладно, пойдем обратно туда вниз. Я, может быть, пропустил где-то циферблатик, в который надо бахать цифры. Благо, что я их записал. Плюс еще надо головоломку с этими цифрами решить. Но вот только куда это все вводить? Большой вопрос. Но здесь в регистратуре точно нет. Ну, как бы тут просто... Я вряд ли что нашел. Хотя... Шкафчики. Дверцы заржавели, говорит. Где-то они прям очевидно показывают, куда тебе идти. Вот у тебя есть ключ, вот туда иди, все. А где-то вот они прям, ну, отгадайте код на записке, что, куда этот код вводить. Ну, отгадай. Я, может быть, этот код в уме тебе отгадаю. А вхерачить-то его куда? Не совсем понятно, что хотят от меня в данный момент. Ну, тут скорее сейчас нужно будет до этого, до каждого столба прям докопаться. Может быть, что-то и найдется. Она поперлись вниз тогда в лазарет. Хотя там, по идее, да тоже, что там, одна комната. Комната директора. Хайбары вот этой. А дальше вниз. Я думаю, это спуск в морг все-таки.
Вот, в принципе, в комнате директора может быть какой-то сейф или что-то в этом роде. Но в этом, в принципе, весь Fatal Frame иногда бывает. Можешь. Вот. Все понятно. На панели переговорного устройства отображаются какие-то цифры. 438, 951. Хорошо. А тут 2 на 7, это будет 14. То есть тут, короче говоря, пример. Из... ну, привет, Сереге тоже. Тут, короче говоря, задачка из математики начальных классов. 2 умножить на 7 и плюс 1 плюс 4. То есть, короче говоря, 2 на 7 это будет 14 и 5. Я думаю так. 1, 4, 5. Нет. Нет, это не так. Ну, хотя бы нашлось, куда вводить код. Так. Теперь давай искать ту самую записку. Две карточки это не то. Комната, ну это вообще, это другая, это предыдущая глава даже. Элементы управления, бла-бла-бла. Режим съемка, ну это как раз управление. Памятка медсестры. Отсчет информатора. Не то? Нет. Что-то про Луну. Тоже не то. Статья, опять статья. Так, это вообще про девчонок, про вот эти комнаты, они как там тусовались. Вот. Дважды 7 дней делает новолуние полным. Здорово, Глеб. Плюс 1 это ключ и к квадрату. Плюс еще надо учитывать то, что тут возможно трудности перевода еще. Перевод-то машинный, и может быть эта загадка настолько круто завуалирована, что сразу же ты с разбегу не поймешь, как она решается. Либо трудность перевода. А может быть, надо решить простецкий пример начальных классов с учетом как судоку еще. Есть предположение. Дважды 7 дней делает новолуние полным. Вот как понять новолуние полным? Новолуние это месяц. Причем тут месяц, полная луна и цифры. Плюс 1 это ключ и к квадрату. То есть число возвести в квадрат? Нет. Да. Дважды 7 дней делает новолуние полным. Плюс 1 это ключ к квадрату. Может быть код 275? Ну вдруг.
Почему 6? Да ладно. Альфа, здорово. Похоже, за книжным шкафом что-то зашевелилось. То есть это имеется... Подожди. Я тогда что-то... Что? Почему 6-то? Я не знаю, что такое... Кто такой Джордж Сорос. Сорос или Сорос? Подожди. Дважды 7 дней делает новолуние полным. 2 на 7 14. Хорошо. Плюс 1 это ключ к квадрату. К квадрату чему? То есть число надо возвести в квадрат. Но какое число? Я не понял, короче, этой загадки. 1 плюс 4, окей, будет 5. Но почему 6-то вообще? Нет, 2 в квадрате это 4. 3 в квадрате это 9. 6-то почему получилось? Ладно. Быстро далеко не уходи. Будешь странные загадки мне помогать решать. Как это работает? Почему 6-то получилось? Кстати, там какие-то эти, да? Где у нас? Только что какая-то это... А, вот этот шкаф открылся. Да, слушай, этот шкаф. Что здесь? Саски. Тихо. Мы сейчас обойдем, получается, эту решетку с другой стороны. По-любому. Еще что-то есть. Хотя нет, слушай. До решетки еще далековато. Кто-то тут, кто-то сзади. Так, иди-ка, дружок. Где он? Где этот пирожочек? О, здрасте. Бам. Следующий. Ну и чё, где? Следующий. Ну, этот призрак, он, в принципе, прямой, как паровоз. Он, если где-то заныкался, то будет рядом стоять просто и все. Отлично. Вон тут что-то еще валяется. Тихо, оп, тянемся. Оп, оп, оп. Все, мое. Досье исследования синдрома лунного света. Из всех методов лечения синдрома лунного света, которые мы испробовали на сегодняшний день, наиболее многообещающим представляется хирургическое вмешательство. Специфически это лечение включает в себя стимуляцию мозга прямым или непрямым способом. Ну, то есть, короче говоря, не лоботомия, а просто током, наверное, в мозг тебе лупят, и вот ты больше уже без синдрома лунного света. Больше ты не лунатик, короче. Прогресс шел очень медленно и трудно. Сначала было много экспериментов, но результаты начали появляться. И теперь кажется, что недалек тот день, когда мы найдем всеобъемлющий метод. На кровати висит хирургическая лампа. Кровать снабжена толстыми ограничителями и забрызгана темно-красными пятнами. Ну, тут долбили кого-то в голову.
Вот сюда как раз кладется. Вот тебе тут электроды. Все нормально. Вот. Ха-ха-ха-ха. По-моему, руки эти как-то рандомно все-таки вылетают. Ну, не думаю, что 2 руки будет в одной комнате. Хотя тут бывает, что несправедливости встречаются. А, еще спуск вниз. Еще ниже. Вообще алтарь какой-то. Так. Мне кажется, глава скоро закончится. Сейчас мы Хайбару там где-нибудь найдем. Так а чё у меня тут светится-то? Подожди. Тут что-то же есть. Же есть. Ну. О, нашлось. Здесь рука может быть. Фокусирующая линза. Так, ну давай тогда, короче говоря, заодно все равно камни сейчас запихивать. Линза. Оп, а ее качнуть можно. Позволяет использовать сильную атаку на одного призрака. Давай еще. Дважды. Че, я зря камни собирал. Экипировать бы ее. Бля, как это делается-то? Вот. Попробовать, как это работает. Использовать сильную атаку на одного призрака. Вот. Это лучше подходит, чем вот эта хрень, как камера. Когда экипирован, позволяет делать фотографии с помощью фонарика. Так просто фотографии. А я пытался драться с этой чушью. Вот дебил. Так, камней 14 штук. Попробовать качнуть вот это. Максимальное количество духов. Очков духа. Цепочка снимков, ну такое, как бы. Не часто так получается прям цепочками их снимать. Как бы комбо какие-то лупить. Они потому что часто прячутся и все такое. Давай хранение качнем. Гулять так гулять. А? О, у меня еще один этот шарик появился. Заряжен. Ладно, пойдем туда куда-то. Кстати, часто еще... Зачем вам такие маленькие двери? Хоббиты? Это вы? Как в будку полез просто. Это лифт. Значит, он соединяется с этим местом. Вот где я их нашел. Все эти годы назад. Ну тут девчонки были. То есть у них был синдром этого лунного света. Провели ритуал, видимо. И тут их оставили. Они ничего не помнят. Примерно вот такое повествование. Ну да, вон вся пятера стоит. Гардемарины, ёпта. Луномордые.
お母さんに頼まれてきた。 Меня послала твоя мама. もう安心だ。 Все будет хорошо. キライコ。 Обряд спуска. ここにはルカはいない。 Руки здесь нет. ハイバラも И Хайбары тоже нет. どこなんだ。 Где они? Ну да, вот и кончилась глава. Но все равно с этой загадкой немного непонятно. Почему так? Обама. Хранить игру, да. Так, чего там? Да, в принципе, неважно, где сохранять. Сейчас будем фотоаппаратом бегать. Если никто ничего не помнит, значит ли это, что этого никогда не было? Рука Миназуки еще одна из девочек, исчезнувших 10 лет назад, приходит на остров Рагетсу вслед за Мисаки и Мадокой. Рука выросла на острове, но после инцидента она и ее мать уехали. У Руки есть свои причины приехать сюда. Рука, одна из девочек, исчезнувших 10 лет назад, приходит на остров вслед за Мисаки и Мадокой. Рука выросла на острове, но после инцидента и она, мать, уехали. Рука хочет собрать воедино свои потерянные воспоминания. Почему она не помнит, где родилась или как выглядел ее отец? Что сделали с ней и другими девочками? Что произошло на острове в тот день, когда их похитили? В поисках ключа к своим воспоминаниям Рука встречает призрак Мадоки в комнате рядом с музеем Асо. Потом она смотрит в зеркало и видит свое собственное лицо, искаженное. Ну, почему она не помнит, где родилась и как выглядел ее отец? Я предполагаю, что над ней провели ритуал, и отец, скорее всего, был как раз этим, как вожатым, ну, как водилой. Вот. Что сделали с ней другими девочками? Да, раскидали их там. Ну, их же кинули там внизу просто, вот и все. Вот. Это музыка. Кто-то ее музыкой прям мучили, я смотрю. Что если она расцветет? Я вспоминаю. Ядрёнее фени. 4-я фаза. Рука Миназуки. Обыщите территорию. Подожди. Так, тут уже что-то есть. В этой комнатушке. А где? О, вот. Аккуратно. Оп. Оп, берем. Заметка от Мадоки. Я не понимаю, с тех пор, как я увидел того, кого нет лица. Я больше не понимаю. Мое лицо разбито, но сейчас я помню, сейчас я плачу. Нет, не показывай мне больше. Я помню, мы были выбраны. Это больно, все закрыть это все, я не хочу видеть. Я хочу закрыть это, но Луна зовет. И 5 раз написано Луна. Ну ладно, Луна, в общем, зовет ее. Все в порядке. Десять камней. Кстати, вот давай посмотрим. У нас очки на всех или нет? $14 камней. Нет, камни у каждого свои. Походу.
Хрена у нее апгрейдов стоит уже. Так, что тут можно прокачать? Мне хватает на максимальная энергия духа. Заряд. Улучшает время загрузки пленки. Еще бы один камушек. Да давай мы сейчас, наверное, один камушек найдем и будет норм. Жалко, их в магазине нельзя купить. Один камушек найдем, да прокачаемся. Как раз сразу же 2 апгрейда забацать. Нормально будет. Как раз такие ракурсы камеры порой встречаются, прям как в классических сериях. Ну, в смысле, с первой по третью. Оп, что-то есть. Иди сюда. Оп. Ё-моё, камень духа. Есть еще что-нибудь? Все. Пошли дальше. Я смутно помню. Тихо, кто-то есть. Оп. Забрали тетю. Медсестра направляется в отделение. Ну, в принципе, вот туда меня и ведут. Опять эта музыка. Кто играет эту музыку? Какая сволочь включает. Ну, тихо, быстренько ее. Быстренько тетю чикаем. Вот так. В смысле я не успел? Она же у меня была в объективе. Ну ладно. Короче, пойдем за ней, то это никогда не закончится музыка. И сохранение не работает. Где-то тут будет комната, где медсестра тусовалась. Я думаю, там управление. Да, вот она стоит. Мне ее даже фотографировать не получится. То есть это призрак, за которого очки не дадут. Опять в эту комнату, кстати, надо идти. Вот, теперь дали за это бабки. Съемка. Все, выключаем. Это отсюда доносится музыка. Выключить? Бля, да естественно. Фух. Так ушам сразу легче стало. В выключателе лежит журнал. Сегодня мы провели эксперимент с музыкальной терапией. Включив музыку через динамики с 12 до 17 часов. Как обычно, музыка была выбрана из альбома Moon Sounds. Ну, то есть лунные звуки. Некоторые пациенты, особенно маленькие дети, демонстрировали экстремальные реакции, которые обычно у них не наблюдаются. Поскольку было доказано, что терапия дает эффект, она чего-то там... Но я считаю, что большинство реакций, наблюдавшихся сегодня, не были положительными. Поведение наших пациентов все еще хранит много загадок для нас. В следующий раз, когда будут проводиться подобные эксперименты, пожалуйста, подготовьтесь как можно лучше к непредвиденным ситуациям. То есть им музыку включили послушать, а все плохо стало. В комнате 207 горит свет, а Яка написано на табличке. Я сломал еще одну игрушку. Я сломал еще одну игрушку. Пойдем в мою комнату. Я хочу новую. Только не она снова. Ой. Эй, тетя, как она поймала-то меня? Я ж фотографировал тут ее вообще. Блин, поторопился. Ай-яй-яй, отпусти от меня. Отпусти. Все, нормально.
Давай хоть так бахнем. Давай, где она? Ну. О, нашлась. О, ничего так. Вот, а у мужика не работали, короче, эти суперудары. Сейчас нормально. Здравствуйте. Пойдет. Не Fatal Frame, конечно, но тянуть не стал. Зачем? Она у меня и так много здоровья собрала. Памятка музыкальной терапии. Завтра в 18:00 состоится собрание, на котором будет рассказано об экспериментальном лечении музыкой через акустическую систему. Информация о месте проведения встречи будет предоставлена позже. Медсестра, ответственная за палату 207 в новом здании, должна принести партитуру музыки из соседней палаты 10. Ну, давай 10 запишем. Хотя можно было бы и запомнить. Ладно. Почему-то цифра 10 выделена прям. Не знаю, может пригодится. Кстати, давай-ка проверим. Тут можно что-то взять. Украсть, найти. Помнить бы, где тут эти комнатки находятся. Но сначала надо вниз сходить, сохраниться. Ибо недалеко. Но комнаты этих девчонок по-любому наверху. Так, и давай мы чего? Раз денег, да, так много. Вот. Мы, пожалуй, прикупим. Сколько? Ну, давай 7 штук. О, хорошо. Пленка. 25 кадров. Ну, давай еще вот так. 40 кадров. Все, пока ставим деньги. Здесь все заблокировано. Какие у меня, кстати, костюмы-то есть? Купальник японский какой-то. Китайское вечернее платье. Кстати, неплохо. Все, ночнушка. Наряд Марии чего? Роуз. БДСМ. Что там? Очки какие-то. Ну, опять бабочка. Кошачьи ушки. Маска. И фонарь. Ай, блин. Так, ладно. Давай, короче говоря. Вот так. И... Не знаю. Ушки нацепим. Будет тянка прям. Забавно. Так, и все. Все, по идее. Сохраняемся. Чем-то она мне на горничную больше напоминает. Ладно. Так, где у нас комнаты-то были? Девичьи. Угу. Вот сюда надо идти. Как раз 207, орхидейная луна, Аяко. Налево. Ой, направо. Хотя, по идее, мы эту Аяку уже убивали. Видимо, повторение мать учения, да, тут, скорее всего, такая логика работает. Жди, а какая пленка стоит? Ага. Я прям даже не знаю, кто будет нападать-то. Это какая комнатка? 203. Зайдем. Там же у нас Мадока сидела, но не факт, что она это. Так, во-первых, тут что-то уже появилось.
Правда, кто-то скрипит там что-то за спиной. Блокнот. Я просыпаюсь и понимаю, что смотрю на Луну. Когда я смотрю на Луну, мой разум немного возвращается. Но теперь я думаю, я собираюсь прекратить смотреть. Рука, помнишь? Я хотела вернуть то, что не могла вспомнить. Но некоторые вещи лучше забыть, но это не важно. Прочь. Все кончено. Странная записка. Скорее всего, суицидная. Может быть, подстроена, конечно, под суицид, но не знаю. В комнате Мадоки не очень комфортно по слуху находиться. Что-то там все такое кричит, трещит. Какой-то мужик как будто тебе на ухо пытается крикнуть. Так, давай здесь заодно проверим. Тут всего-то 2 комнаты по дороге. Здесь тоже кто-то шелестит чем-то. И шепчет. Я пойду отсюда, пожалуй. Ну, а в этой комнате, получается, мы должны будем с кем-то драться? Какая? Даже 207-я, по-любому. Да, 207. Здесь девчонка на спину прыгала. Угу. Ну, теперь это не боевая комната, походу. Хотя... А за нее деньги не дают? Ладно. Зеркальный камень, кстати. Это хорошо. По поверхности стола разбросаны детали кукол. Кажется, они были оторваны. Подожди, тут что-то еще есть. Ой, я ушками руку задеваю. То одну, то другую. Оп, оп. Оп. Синий камень. Вот как раз 10 штук. Сейчас вот эту комнату, да, ищем до конца. Оп, ахахаха, не попало. Еще 3 камня, слушай. Еще балдеж. О, что-то на кровать. Медицинское досье Аяко. На кровати лежит карта пациента. Аяко, девочка, 12 лет, комната 207. Пациентка демонстрирует симптомы внезапной потери памяти, а также исключительное отсутствие этики и морали, что проявляется в удовольствии, которое она получает от причинения боли и лишения жизни. Она может использовать агрессивное поведение как средство для сохранения чувства собственного достоинства. Короче, у девочки талант садиста проснулся, видимо, после этих ритуалов. Вот и все. Так, давай прокачаемся. Тут. Кстати, мощность камеры качнем. Теперь. О, да. Вот так. На что хватает заряд? Вот, давай перезагрузка пленки, наверное. Хотя... Время загрузки пленки или время зарядки фотоаппарата, как понять? У тебя примерно, ну, всегда заряжается только фотоаппарат, как бы, то есть один кадр щелкнул, у тебя полоска-то одна бежит, а не 2. Ладно, давай это качнем. Зарядка фотоаппарата.
Ай, ладно, давай это и вот это качнем. Все, отстаньте от меня. Пошли вот в эту дверь, короче. Да, наверное, прежде чем вот в эту дверь лезть, мы сейчас на паузу поставим, ходим на перерыв и продолжим. 3 минуты. Сейчас, подожди секунду. Вот. 3 минуты, сейчас я подойду. Поехали дальше. Опять эта девка мелкая. Туалет меня. Ай, бежимте в другую половину комнаты. Она сзади. Ну. Сейчас грызанет меня. Ай-яй-яй, вот и зеркало минус. Да, отвали, ни хрена она грызет. Эй-эй-эй. Так, фотоаппарат, все, нормально. Долбанем ей как следует. Успел? Успел. Или не успел? По-моему, не успел. Где она? Оп. Тут что-то она потруднее. Она быстрая. Она стала быстрее.
так, по-моему, я покупал. Потом пленки еще брал. Стой. Костюмчик. Ухи. Ладно, поехали еще раз. Игре бы не помешало автосохранение какое-нибудь. Так, вот здесь я брал записку. По-любому, мне кажется, надо всегда стараться записки собирать, потому что где-то в них может быть подсказка. Ну, типа у тебя некоторые моменты не сработают, если ты не взял их. В принципе, как в играх старого образца, примерно 10-го, там, 5-го года, всегда бегай к точке сохранения. Так, а ее теперь нету, да? А, есть. Угу. Теперь я успел ее сфотографировать. Переключаемся на вот эту пленку. Не помню, сколько я тут предметов собирал. Но в этой комнате я прокачивался. Ага. Так, я думаю, что сразу прокачаться или нет. Давай, ладно, сразу же прокачаемся. Может, так будет драться проще. Что же я качал? Так, вот это качал. Потом тут заряд пленки. Вот это. И вот эти два. Успел? Да вроде успел уже. Бля, он ныряет еще вниз. Тяжело поймать. Где он? Что у него жизни-то не уходят? Почти. Так, ладно. Откинули назад ее чуть-чуть. Правда, урон минимальный. О, я еще и этот суперудар просрал. Давай хоть так. По чуть-чуть как-то будем сносить меня. Иди-ка сюда. Вот так вот. Бам. Он не попал. Вижу.
Где он? Отвали, отвали. Так. Хотя бы камень у меня в запасе. Первый и второй. Не очень хорошо чувствуются габариты комнаты. Да, так мы долго будем ее долбать. Вот падла, а. Только нацеливаешься на раз в сторону сразу же. Задел? Нет. Я кадры прощелкиваю в основном просто так. Где она? Давай хоть по чуть-чуть у нее снимать. Что делать? Давай, где она? Давай хоть так. Так, и еще чуть-чуть. Почти. Как назад-то отойти? Я там за что-то зацепился. Где он? Ну все, это точно финальный выстрел. Пойдет. Да. Порой тяжеловато у нее попасть. Летает по всей комнате. Все, я думаю, пока что сейчас никаких драк не будет. Вообще сохраниться бы не мешало. Тут определенно кто-то есть. Ну, не поймать было. Все, она, да? Кровать с балдахином, ну, бла-бла-бла. Не получилось у меня на нее адекватно, объективно вести. Ладно. Ну, хоть пленка бесплатная. Эти ноты, я узнаю эту мелодию. Возможно, я что-то вспомню, если сыграю ее на пианино в столовой. И блокнот. Память и музыка глубоко связаны. Я видел много примеров того, как музыка побуждала вспоминать забытые воспоминания. Один из таких случаев произошел с моей пациенткой, которая играла различные фразы на пианино, используя ноты и фразы как инструменты для исследования своего сознания. Она начала играть несколько похожих фраз снова и снова, каждый раз слегка меняя клавишу. Повторяйте, повторяйте, повторяйте. К сожалению, она покончила с собой после восстановления воспоминаний. Это дело закончилось неудачей, но что, несомненно, так это то, что музыка может достичь глубоких областей сознания, недоступных простому языку. На этом острове есть подобная музыка. Я помню, что слышал ее, когда был ребенком. Они называют их лунными звуками. Существуют разные виды лунных звуков, но я помню, что некоторые из них использовались во время ритуалов и праздников. Большинство лунных звуков передавалось из уст в уста. Мелодии древние, но я точно где-то видел документы о них. Похоже, в конце концов, стоило вернуться на этот остров. Кто-то
Вот так вот возле уха делает. Неприятно. Так, ну в этой комнате все точно. Ну-ка, давай дверь вот эту. Классика. В общем, через комнату сохранения двигаемся к столовой. Там нужно будет что-то сыграть. Но опять же, какие ноты, какая мелодия конкретно требуется. Это, по-моему, загадочка. Ну, заодно сейчас через сохранение пройдем, там пленки надо будет докупить. Хотя бы еще кадров 5-10. Потому что некоторые были сделаны зря. Ну, такой призрак, что поделаешь. Он в разные стороны вот так вот. Не поймать. А, телефон вот. Телефон внизу. Телефон на ресепшене лежит. Не подходи. Я даже не хотела сюда приходить. Я не хотела ничего вспоминать. Но это уже не важно. Ничто не имеет значения, все пройдет. Луна. 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 Луна 2 раза. Где-то тут, или мне показалось, горела синяя палка. Нет? Уже все. Давай вот мы сюда зайдем. Что-то мне сдается, в этом чулане может что-то появиться полезного. Или мне кажется. Нет, что-то есть. Только не совсем понятно, где этот предмет. А вот он. Камень духом. 5 штук целых. Балдеж. Полезно по старым комнаткам пройтись. Так, давай докупаем пленку. Примерно так. И сохраняемся заодно. Хоть и было автосохранение, но давай-ка на всякий случай. Так, теперь по карте смотрим, где у нас столовая это была. Вот. Вот так вот мы попадем в нее. Верно? Угу. Как она долго бегает, да? Оп. Женщина в черном притаилась. По-моему, мы будем с ней драться потом. Не похожа она на рядового призрака. Там еще какая-то коляска была инвалидная нарисована на самой голове. Ну, когда титульник. Оп. Еще 5 камня. Так, подожди, это уже интересно, кстати. Прокачаться. 20 стоит камней. Ну, еще чуть-чуть. Еще 10. Прокачаем полностью камеру. Так, где-то тут у нас стоял, вот он, рояль. Но подожди, прежде чем к нему подходить, давай осмотрим тут
Вдруг что-то появилось еще. Какие-то предметы. Я вот не помню, я за нее тут играл. Или за кого-то другого. Вот что-то тут горит. Вот, допустим, предмет. Оп. Оп. Еще 5 камней. Того у меня 7. Ну, пока, в принципе, с прокачкой нормально. Потихонечку дают камни. Играйте на пианино, следуя нотам. Нажмите на кнопку, соответствующей каждой светящейся клавише, чтобы сыграть на ней. Вы добьетесь успеха, если сможете уложиться в отведенное время. Когда я смотрел обзор по этой игре, автор обзора жаловался как раз на вот эту механику. То, что нужно было, управляя вимоут-контроллером и нунчаком, с помощью сенсор-бара нажать на эти клавиши. Это было очень неудобно сделано. Сейчас посмотрим, как тут будет на геймпаде. Согласно оценке, это должно звучать вот так. В смысле неправильно? Ага, на X надо. А последняя нота? Воспроизвести, подожди. В смысле неправильно? Подожди. Синим горит. А, не вовремя нажал. Проверяем. Какую можно бы нажать еще? Нет, не та нота. А какая последняя-то? Низко слишком. Подожди. Надо, да, выйти. Надо, чтобы мне еще раз показали. Все, тогда понятно. Все. Я знаю эту песню, я слышала ее раньше. Какие-то флешбеки пошли. Не, ну тут, в принципе, удобно сделали управление по клавишам. По крайней мере, пока что. Я думаю, что мы с мелодией будем не раз связываться тут. Какая комната? 304? Или 204? Примерно... Да, я всегда ездила на этом лифте. Так. Лифт. По-моему, он тут.
Мне быстрыми вспышками, по-моему, показали, куда идти. И там мы доберемся на 3-й этаж, в комнату 304 надо. Да, ну мне сюда, точно. Оу май. Куда мы пойдем сегодня? В смысле я не успел? Они же четко попали в кадр. Ладно, я их перефотографировать уж точно не буду. Еще 5 камней. Так, еще 5 осталось собрать. Так, что-то здесь есть. Где? Ага. Оп. Оп. Мое письмо, брошенное черной Письмо, брошенное женщиной в черном. Что с тобой происходит в последнее время? Почему ты в таком плохом настроении? Когда-то, когда я впервые сказала тебе о своих чувствах к тебе, ты отверг меня полностью и окончательно. Хотя ты всегда улыбался мне, когда стал мной. Я хочу снова увидеть твою улыбку, куда мы пойдем сегодня гулять. Ну, это, видимо... Ну, теперь-то я ее поймал. Ну, наконец-то. Сколько мне ее за нее? 500 очков. Ладно, хоть что-то. А я вот думаю, что если пойти за ней, а не в лифт? А вдруг? Вдруг меня, правда, не в лифт ведут, а вот прям за ними. В принципе, лифт я всегда могу найти. Тут главное, короче говоря, нить не потерять повествования. Закрыто. Куда они уехали? Да, мне за ними надо идти. Ну, они прямо катились по коридору или нет? Оп. Это я удачно. Женщина в инвалидном кресле. Подожди, а я на улице вообще, кстати, не был еще. Куда? О, притаилась, шарик. Оп, оп, оп. Медленная линза. Скорее всего, эта линза замедляет призраков. Да? Подожди, проверить надо. Замедлять призраков на определенное время. То есть сейчас... То есть сейчас у нас призрак будет, скорее всего, быстрый. Не зря мне это дали. Не зря мне дали эту линзу. Так, что-то тут еще лежит. Где? Может, за этой оградой? Тут трава не пускает. Да как? Где то самое-то? Может, внизу, тут, на полу где-то? Ну где оно светится? Вот максимальное свечение где-то вот с этой стороны. Так, давай сейчас попробую носом уткнуться в землю и пробежать прям вдоль вот этой вот. Нет? Ну это максимальный, кстати, наклон. Ладно, пойдем к тете. Сейчас, возможно, драка будет. Ага, вот тут я могу зайти за ограду.
Ничего нет? Нет, что-то лежит. Только шарика этого не видно. 5 камней. Так, давай посмотрим, что у нас по прокачке можно. 12 камней. Да, давай прокачаем. Будем качаться, покуда хватает. Так, замедляющую. Давай уж полностью еще 5 накопим. Полностью прокачаем красную, ну, первую самую, потом будем вторую качать. Я так думаю. Так, а у нас камни где закончились? Ну, в смысле, не камни, у нас вот здесь все равно что-то горит. Значит, это с другой стороны просто ограда. А мы туда не можем попасть. Да, не проходит. Жирненькая дамочка. Так, ну здесь хотя бы синяя палка не горит. Ладно, если что, подеремся с призраком, да потом еще будем искать. Вон тут еще какой-то проход. Скорее всего, сейчас меня туда вот в подвал отправят. Ну, как иначе? Здравствуйте. Эй. Не трогай меня. Не надо. Прикасайся. Не надо прикасаться ко мне. А, их уже двое, да? Замечательно. Оп, сестренки какие симпатичные. Оп. Ай, грызут. Валим куда-нибудь. Так, наверное, лучше не заходить. Ай-яй, дальше бежим. Да беги ты. Так, надо жрать. Надо жрать траву. Слушай, а тетки-то сильные. Ладно, пойдет. Ай-яй-яй. Вали. Так, они обе еще живы, да? Аккуратно. Так, надо предмет какой-то сожрать. Траву, которую. Хотя бы одну. Да беги ты. Беги. Бля, она в угол уперлась и все. Очень убого камера порой тут работает. Так, ну чё, где эта подруга-то? А, это похитрее, короче, будет. Пойдет? Ну такое. Ну, на 2 фотофрейма я ее поймал.
Все, валим. Кстати, у меня, по-моему, уже была зеленая пленка. Ай-яй, ну, да не то. А я разве ее не убивал? Их что, тут две опять? Так, значит, зеленая пленка была у другого персонажа. Окей, по чуть-чуть отстреливаемся. Так, их опять двое. Какого черта вообще? Бежим, 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 бежим. Поворачиваемся, камера. Я думаю, все-таки надо сначала вот эту вторую сестру ловить. Ну, с помощью первой мы можем много получить очков. Успел? Успел. Ну-ка, жахнем вот так. Заряженным. Так, а где он? Не попал. Ай, бежим. Меня тут зажали. Экшен, экшен. Если это экшеном, конечно, можно назвать. Так, этой сразу до свидания. Где? Ну давай, 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 давай. Вот так. Чуть-чуть осталось. Их опять двое. Да твою мать. Сколько крови они попили, конечно, у меня. Все, наконец-то. Обе сестры сразу же пролетают. Да. Что-то лежит на земле у бассейна. Это было сложно как-то. Медный ключ. Так еще и проволоки-то... Ой, блядь, проволоки. Я понял, куда идти. Пленки зеленой даже нету. Это чувство. Не смотри. Так, а мне сдается, что мне надо убегать, а не драться с ней. Так, ну ты давай-ка тоже не крутись лишний раз. Это дверь? Нет, это не дверь. Потому что подобный босс был, по-моему, у нас в оригинале. Или нет, не то чтобы в оригинале. Какой-то из частей. Во второй, по-моему. Он за тобой бегает, его никак не ударить, но он шотает. Давай-ка мы, наверное, вот что сделаем. Сожрем последние две штуки. Все. Туда не добраться.
А если вот мне сюда побежать? Вдруг этот призрак толстый, и он не влезет вот в этот вдвоем. Это кого я обманываю? Классика. Закрыто. Вот и все, мне хана. Надо же, как-то я улизнул. Но зато я проверил, где что есть. О, появилось как внезапно. Не дают мне тут нормально исследовать, еще один шарик подобрать. Ну ладно. По идее, мы отсюда выйдем, и все должно встать на свои места. Да. Все, она пропала. Шум тоже пропал. Так, идем назад. Идем назад. В комнате там тихо. Что-то есть. О, здрасте. Вот, наконец-то мне пленку дали. Я, видимо, ее не подобрал, да? В прошлый раз. Надо было драку начинать как раз имея вот эту пленку. А то я мало урона наносил. Плюс еще хотел посильнее удары сделать, а не замедлять ее надо было. Вообще ее надо было замедлять, этого призрака. А лифт, я так полагаю, что не работает, да, тут? Они просто с этого лифта выехали. Хотя... Кажется, он не включен. Информация о лифте. Лифт обслуживает этажи с 1 по 4. Для доступа на 4 этаж требуется ключ. Лифт питается от подземной коммуникационной комнаты. И может быть включен и выключен оттуда. Код для активации выключателя 23. Опа. По-моему, откуда вот призрак сейчас вылезал. Серым, когда все стало. Как раз там и есть вот эта вот коммутационная комната. Пожалуйста, обратитесь в коммутационную комнату в случае отказа лифта от электропитания. Карта по 1 этажа и подвального этажа. Зал Рагетсу был построен как санаторий, пристройка к лазарету Хайбара, но на 1 этаже также есть помещение для гостей. Все комнаты в здании названы в честь Луны. 101 гармоничная Луна. Входной зал. 102 славная Луна, обеденный зал. Музей Аса, это комната, посвященная визиту профессора Асова на остров, и в ней представлены важные материалы. Примечания для персонала относительно подземных этажей. Вход в другие помещения, кроме коммутационной комнаты и комнаты для хранения воды, строго запрещен. Ну, я никак не могу манипулировать кнопками, так что она. Ну, нам туда и рановато, по-моему, идти. Что-то мне сдается, мы не последний раз с этими призраками двумя будем драться. Ладно. Покупаем лечилки на все. Почему я не могу зеленую пленку тут в магазине купить? Угу. Ну, по полной программе, короче, затарился. Больше денег нет. Survival начинается. Самый натуральный. А ключик вот от этой комнаты. Какая-то комната обслуживающего персонала. Хотя нет, вон там спуск есть. Тихо. Тут что-то есть? О, мое. О, еще пленку дали. Ну, наконец-то мне зеленку начали давать.
А то сейчас с кем посерьезнее драться, я же не вывезу просто. 16 кадров всего. Ладно, ставим эту. Там посмотрим. Подозрительная тишина. Так, это что, я не понимаю. Что это у них такое? Это какой-то громкоговоритель или что? Открыть. Подожди, никакие двери не дергаем. Пройдемся в одну сторону коридора и во вторую. Угу. Это выход во двор, нет? Ну, я пока тогда в соседнюю комнату не пойду. Мы сейчас вон туда глянем. О, еще воды дали. Вообще отлично. Давай. Заходим в соседнюю комнату. Точнее, вот туда. В другой конец коридора. Мне кажется, там будет закрыто. Или закрыто, или срезка пути. Вообще не угадал. Что это такое? Это есть коммутационная комната? Скорее всего, какая-то... Это должна быть комната коммутатора. Кажется, все еще работает. Оп. Оп. Забрали. Памятка дежурной медсестры. Сегодня дежурная медсестра. Пароль для двери в палату на 3-м этаже был изменен на 1956. На 3-м этаже есть несколько очень больных пациентов, поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны с дверью на этот этаж. Ну, я заметил, что там тетенька больная на свою сестру возит, а потом нападает вдвоем. Пленочки бесплатно подкинули. Так, это все, да? Нет, не все. Опять эти великие загадки. 23 нужно получить. Даже близко не было. Почти. Ну тут только методом тыка. Так, все вместе 21. Если все вниз, 24. 30. Подожди, если так, 22. Прям казино. Тоже не то. А так, 35. Не, ну это правда, это только случайно. Как-то что-то она дергает тут. О! На панели загорелся свет. Короче, свет мы запустили, хорошо. Раздался механический шум, должно быть, лифт работает. Не успел, да? Не успел. Он очень быстрый дядька. Так, тут еще что-то есть.
Где-то вот в этой части комнаты. О, появилась. Еще десятка камней. Так, а сколько мне не хватает? Угу. Чувствительность потом качнем на 15. Что бы это ни значило просто. Качнем. На металлической двери, которая полностью проржавела, написано коммутатор. Ок. Окей, коммутатор. Так, а дядька-то куда пошел? Мне вот интересно. И там тоже открыто. Подожди. Они же мне определенно куда-то в какую-то сторону ведут. Как правило, такая сторона одна. Значит, по логике вещей, та дверь должна быть закрыта. Хотя... Тоже открыто. А, ну вот, мы тут от призрака и убегали. Сейчас наверх поднимемся, просто посмотрим, что там наверху. Я же наверняка там что-то оставил после драки. Там что-то было на... А, ну каталки уже нет. Так, посмотрим. Может, что-то полезное будет. Вот здесь тоже я хотел посмотреть, что оно находится. Изучить. Петли проржавели, что делает невозможным проникновение внутрь. Должно быть, это раздевалка для бассейна. Ну да. Что бы тут еще могло быть? Ну, классик. Не попасть. Вот тут было что-то. Я думаю, сейчас это исчезло, конечно. Нет, слушай, оно по-прежнему тут. Может, наверху? О, нашлось. Наконец. У меня, короче, здесь один зеркальный камень. А он будет на карте отображаться? Нет. Ну, может быть, запомню я этот момент. Нельзя больше, ну, вообще, в принципе, во всей серии игр нельзя носить с собой больше одного зеркального камня. Работает он автоматически. У тебя, когда заканчивается здоровье, оно просто заново вырастает. Ну, в смысле, пополняется автоматически. Если святая вода, нужно зайти в инвентарь, выпить ее, и тогда тебе полностью восстановят здоровье, то тут зеркальный камень можно носить только один, и пользоваться он будет соответственно. Ладно, может быть, я запомню, что у нас возле бассейна есть зеркальный камень. Важная, кстати, штука. Очень полезен на каком-нибудь финальном там боссе, который просто иногда так быстро атакует, то что ты вообще даже сообразить не успеешь. Так, ладно, идем мы какой-то подвал или что-то такое. Тут какой-то дядька ходил. Подозрительно. Успел? Успел. Мужчина, охраняющий дверь. Я так понимаю, что он охраняет дверь как раз вот в этот ритуальный зал, где у нас проходила церемония-то. Так, о, что-то есть. Оп, оп. Пронзительная линза. Ну да, все в печатях, нельзя будет открыть. Скорее всего, я туда смогу попасть только потом. Ну, то есть, где-то ближе к концу игры, я думаю.
Так, окей, заперто. Поворачиваемся и топаем на выход к лифту. Линзу надо будет поставить. Блин, я путаюсь вообще в этом управлении. Вот, все. Подожди, а что... Стой. Линза позволяет делать более мощные выстрелы в течение определенного времени при использовании. Угу. Я не думаю, что я часто буду ей пользоваться. Как понять определенное время при использовании? То есть максимальный урон она как бы наносит, но это надо прям очень четко пользоваться фатал-фреймом. Повернись. Оп. Такой себе дамаг. Как тебе такое? О, как я ему треснул. Балдежно просто. Но он еще не все. Где он? Где-то сзади. Эй, дядя. Вот он. Как тебе такое? Вынес просто. Причем синяя пленка только долбанул. На суде непокорных. Двор непрощенных является резиденцией умерших. Лица умерших могут меняться и таким образом подвергаться опасности рассвета. Привет, все видео. При первых признаках цветения. В умершем ты должен собрать урожай лиц и удалить бутон. А, это насчет того объясняет опять. Про вот это цветение, блин, я забыл это слово, связанное с ботаникой, но не про ботанику. После этого ты должен поместить на них ложное лицо, похожее на их лицо, чтобы сохранить их вид, как при жизни. Маска становится частью умершего, маска становится умершим, умерший становится маской. Ну, это, видимо, про ритуал, который, говоря, проводился с помощью масок, и тут конкретно имеется в виду перемещение между, с миром мертвых, миром живых с помощью масок ритуала. Вот. Они вот это пытаются объяснить. Не пускай живых во двор неприкаянных, дабы не лишились они разума и не подверглись опасности расплодиться. Входить могут лишь те, кто обучен и имеет лунный свет в душе своей. Но будьте предупреждены, не впускайте ни одной души во двор в ночи, когда луна не полная. То есть, чтобы ты смог попасть, наверное, ты должен пройти ритуал до конца, закончив его. Чтобы стать, типа, лунным лицом, ничего не помнить, но тем не менее, тогда тебя пустят в обитель. Опять надо убегать, да? Ладно, бежим. Так, мне направо. Ну, по этому призраку стрелять точно бесполезно. Такой уже был во второй части. Он не убивается. Все, выходит. Все? Все, вот. Свет вернули, значит не опасно. Что у нас? 13 тысяч. Да, в принципе, всего хватает пока. Давай, в общем, поэкономим бабки. Сохраняемся. Поехали в лифт. А чё он, кстати, закрылся? О, как любезно. Еще и тут драться будем, нет? Оп. Мужчина в лифте. Блин, я его на пленку эту сфоткал, на синюю. Ладно. Панель управления лифтом. Так. Писалось мне про 300
Седьмую комнату. Все, поехали. Комната 307, короче. И от нее будет пароль 1956. Все-таки я думаю, то, что мы будем с этой теткой, которая свою сестру, я так понял, возит на каталке. Мы будем все-таки еще раз с ней драться. Причем я на этом этаже вообще ни разу не был. Так. Давай вот мы в эту дверь пока заходить не будем, просто осмотримся тут. Пленка, отлично. Шкафчик закрыт. О! Блин, опять синяя плетка, фотка. Медсестра ждет. Ладно, и хаточку за нее дали. Тут еще что-то есть. В книжном шкафу хранятся истории болезней и медицинские карты пациента. Нет, в этой комнате еще что-то есть. О. Аккуратно. Оп, оп. Распределением по комнатам. Это карта. Новый статус здания 3F. Ну, третьего этажа. Конец июля. Комната 308. Тихая луна. Йомацуки Рука. Нас попросили сообщить о результатах музыкальной терапии руки. Сообщите директору о развитии симптомов синдрома лунного света, а также о том, на какие звуки она реагирует. Комната 309. Увядшая луна. Макаги Юко. Щедрый спонсор учреждения. Он расстраивается, если вы входите... Ну, наверное, она расстраивается. Трудности перевода, короче. Она расстраивается, если вы входите в ее комнату, когда она рисует. Поэтому, пожалуйста, избегайте этого, если это возможно. Также никогда не трогайте ее картины. То есть у нас будет какая-то босс, наверное, будет какая-то художница. Я думаю, так. Убывающая луна. Асо Мисаки. Мисаки получает специальное лечение непосредственно от директора Хайбары. Она довольно деликатна, поэтому не позволяйте ей контактировать с пациентом на 4-м этаже. Почему? Комната 311. Убывающая луна. Сэнду Кагери. Кагери проходит лечение у директора совместно с семейным врачом. Не входите в ее специальную лечебную комнату, кроме как в случае крайней необходимости. Кто из них самый опасный, скажите сразу. Ага, вот и кот. Давай что-нибудь покрутим. Как-то он крутится-то. А, вот, точно. 19 и что там, 56? Сработал какой-то механизм, дверь открылась. Я думаю, что... Угу. Я думаю, что... Повернись быстрее. Оп. Медсестра направляется в палату. Так, это все, конечно, здорово. Я уже 3 кадра на этих призраков посрал. Где? Тут что-то еще можно взять. Где шарики синие? Может быть, с другой, конечно, стороны, да? Посмотрим. Вот, конечно, с другой стороны. Мне бы тоже раньше времени чего-то тут не понаоткрывать. Кстати, а вот и прокачка. О, 20 штук. Все, максимально. Давайте следующие 2 качаем. Ну, по крайней мере, вот эту точно. Я про фиолетовый не уверен. Может, не пригодится. Так, они меня ведут, значит, вот в эту дверь. Но.
Для начала сходим, посмотрим вообще в целом, как коридор-то этот расположен. Не знаю, у меня карта у меня есть, кстати. Угу. А, мне коляска просто не дает пройти. Вот и все. Коляску будут потом убирать. Я по-любому буду ходить здесь. Хотя, подожди, тут... Коридор заблокирован красной инвалидной коляской. Ну, эта тетка тут везде ходит. Ну, понятно. Мы будем драться с ними еще не раз, с этими сестрами. Не знаю, сколько раз, точно не сказать. Может быть, 2 будет достаточно. Так, а если вниз спуститься? Где я окажусь? Был ли я тут? Вот в чем вопрос. А давай для прикола попробуем на лифте скататься до 2-го этажа. Я, конечно, понимаю, что меня там по сюжету ведут и все такое, но просто банальное любопытство. Доезжает. Или нет? Лифт приходит в движение, но... Был ли я на 2-м этаже? Да, вроде был. Или нет? Как-то не очень тут все знакомо. Что-то можно подобрать. Не знаю где. Ну, здесь я точно был. Вот эта комната сохранений. Вот тут что-то светится. Вот в этом районе. Может, на полу? Нет. Ладно. Давай сбоку обойдем. Вот он, этот предмет. Оп. Оп. Ага. Чуть было не было. 1 камушек. Ну ладно. Ощущение, что тут что-то еще есть. Либо это дальше. А, ну все понятно. Я тут в самом Нет. Подожди. Давай до конца коридора просто сбегаем. Любопытство ради. Еще назад, если вернуться, там что-то светилось. Так. Тут опять предмет какой-то. Ну, мы появились в главном холле. О, предмет. Еще камушек подкинули. Отлично. Все, можно возвращаться. Я просто таким образом, наверное, карту рисую в голове, чтобы проще было, если что, сориентироваться. Все-таки лишний раз пробежаться так вот. Ну, даже не для сбора камней, а просто чтобы самому понятнее было, что делать.
Ну, типа, скажут тебе, иди там с 1 на 4 этаж. Как хочешь, ну иди. Надо же разбираться, какие-то короткими путями туда добраться. Так. Где лифт-то вообще? Вот он. А зная разработчиков серии Fatal Frame, они любят погонять тебя по разным этажам, по разным комнатам, и не один раз. Так, ну все. Все, что надо, я обошел. Хотя там был еще... Ладно. На 2 этаже был еще предмет там в закутке, но, возможно, и... Нет. Всё, пошли дальше. Это было такое лирическое отступление, скажем так. Я чувствую, что это возвращается, когда играет музыка. Похороненная часть моей памяти поднимается. Я каким-то образом знаю это место. 308, а мне в 307 надо. Как знакомый запах. Ну, одна из этих пациенток, что ты мне голову тут морочишь. И все, конец главы. Быстро, что так. Мы сейчас будем за вторую дамочку, да, играть? Блин, с текстом тут, конечно, проблема. Мисаки отчаянно хочет выяснить связь между девушкой и собой. Следуя за девушкой сквозь тьму, она попадает в комнату. В комнате, где 10 лет назад была госпитализована Мадока. Мисаки обнаруживает, что все 5 исчезнувших девушек были пациентками санатория Рагетсу Холл. Их лечили от синдрома лунного света, заболевания, уникального для острова Рагетсу. В поисках Мадоки Мисаки начинает вспоминать события 10-летней давности. Примерно так было написано. О, это мы уже одели. Кстати сказать, моя драгоценность. Драгоценность? Близнецы, да? Twin Faces. Мисаки Асо. Мне нужно найти Мадоку. Подожди, а мы ее что, не искали еще? Да, я знал, что в этой комнате еще что-то есть. Так, ладно, подбираю. А что это у нас руки шевелятся? Они же до этого так не делали. Записка Аяко. Ну вот этой маленькой девочки, которая нападает на всех. Нашла дневник. Когда она отвернулась от меня, я слегка порезала ее, и она издавала отвратительный звук. Эта сука уродлива и внутри. Я ненавижу ее кишки. Уродливые вещи расстраивают меня. Я люблю красивые вещи. Раздавленные насекомые, порезанные руки. Каждый собирает вещи, которые ему нравятся, и заботится о них. Доктора говорят, что собирать вещи, которые мне нравятся, полезно для моей болезни. Мне станет лучше. Поэтому я собираю красивые вещи, все больше и больше красивых вещей. Я должна продолжать собирать их, иначе мои внутренности, остальное непонятно. Ну, видимо, что-то с внутренностями ее произойдет. Ей руки нравятся. Потому что тут в комнате, голова вон, еще туловище. Она прям расчлененку какую-то собирала, ясно. Что ж. Еще 10 камней. Так, давай вообще посмотрим, что у нас тут. Это пусто. А тут 24.
Улучшает время зарядки. Давай вот это вот прокачаем. И заряд. И загрузка пленки. Пока больше все. Вот у нее 3 кадра всего зеленой пленки. Ну ладно. Побегаем пока с такой. Так, проверяем. В этой комнате у нас больше ничего нет. Вот иногда она очень сильно дергается. Вот это вот прям подбешивает. У тебя камера доводится. То есть ты поворачиваешь чуть-чуть назад, и у тебя раз персонаж. Ты нажимаешь на бег, а он у тебя дергаться начинает. Это неудобно. Ладно, полезли сюда. Дверь захлопывается под воздействием... под действием мощной силы. Ну, мелкая девчонка держит эту дверь. Возможно, мы сейчас выходить будем, она нападет. Ты забыл? Ты забыла? Оп. Девушка смотрит на Мисаки. Это девушка. Там что-то есть? Она мне дверь, что ли, держала? О, да. Все нормально, работает. Так, тут надо будет приготовиться, быстро фотографировать, наверное, опять. Нет, хотя... Неприятные звуки. Что случилось? Что это была за женщина снаружи? Почему у нее все лицо перекушено? Помогите мне, На улице так шумно, а лицо как разбитое яйцо. А лицо как раздавленная бабочка, а лицо как вскрытый живот. Такое испорченное, что это такое? После того, как я увидел это лицо, я буду ждать здесь, разбитая. Или разбитый. Подожду, пока меня не испортят, а разорвут. Подожду. Моложе. Какой-то, местами бред уже. Так, тут, по-моему, что-то еще есть. В этой комнате еще можно что-то подобрать. Вот. Хотя фонарь висел выше куда? 5 камней. И зачем тогда? Ага. Сейчас будем искать проход. Что-то появилось на фотографии, спрятанная Гугла. Я помню, где она находится. Ощущение, что то одна девочка тут вот так вот скрипит, то две. Стерео работают. Так, кукла здесь. Вот она. Я не знаю, только, правда, правильный ракурс какой-то надо выбрать. Это даже не фотографировать надо. Это надо забирать. Кукла с фотографией, все, берем. Ржавый ключ. Все. Это было несложно. Блин, я не хочу в эту комнату заходить. Там звуки противные. Да и тут, в принципе, ты не лучше. Там звуки как из проклятия японского. Что-то еще тут. Нет, все, выходим.
Так, поворачиваемся. Так, нет, так дело не пойдет. Давай-ка... мы выйти не можем. Очень жаль. Короче, опять мы деремся в лифте с призраком. Потом фрейм, отлично. Ну так. Покусали немного ее. А как неудобно тут с ней драться вообще. Вот тут я не попал. Сколько раз мне надо с ней драться? Я уже третий раз с ней бодаюсь. Да, отвали. Так, предметы. Давай вторую сожрем, что делать. Ну, вообще комната крохотная. Вот так. В смысле? Почему я не попал? Придется синей пленкой долбить ее. Хоть какой-то урон. Ну и чё? Ай, плохо, плохо. Окей. Бля. Она исчезла в этот момент, когда я фотографировал. А что с ней случилось? С ней что-то произошло. А когда ты сдохнешь-то? Такую-то она быстро. Бля, еще чуть-чуть, один удар. Наконец-то. Они меня еще в лифте заставили бы с этим призраком драться, ну серьезно. Что за жесть? Блин, тут просто кровать мешает, и вот просто коридор очень маленький. И очень быстрый призрак, еще под конец она там что-то ускоряться начала. Давай, забираем, что это? Моя длинная линза.
По-моему, есть резон медленную линзу качать. На один фильм для проектора. Фотография толпы, смотрящей фильм на проекторе в столовой. Ну, нам в столовой, наверное. Я собрал запись Кагуры, вырезав все части, где я был в кадре. Вряд ли кто-нибудь заметил бы меня, если бы не смотрел очень внимательно. Но будет неприятно, если он узнает обо мне. Я сохранил фильм, чтобы Аяка могла насладиться им, но если ей он надоест, я просто уничтожу его, как и должен был. Проверьте кадры. На катушке с пленкой. Ну да, мне в столовую надо идти. На первый этаж. Из тех, кого она знает, она сказала, что ее любимая Мадока, потому что она прекрасная игрушка, такая красивая внутри. Та, которую зовут Рука, очевидно, сломана настолько, что Аяко уже неинтересно пытаться сломать ее еще больше. Она восприимчива к звукам, так что у нее есть еще время попробовать на ней несколько вещей. Есть еще древние лунные звуки этого острова. Интересно, что произойдет, если она их услышит. Перевести старые записи в современную форму довольно... Дальше текст отсутствует. Девушка Мисаки не нравится Аяко. Не столько своим острым восприятием, сколько непредсказуемым поведением. Но, видимо, Аяко не нравится девушка в черном, которая всегда вместе с Мисаки. А что за девушка в черном? Которая вот, наверное, была возле запечатанной двери? Кажется, что она мешает Аяко играть с ее игрушками. В любом случае, у Мисаки такой же духовный потенциал, как и у моей старшей сестры. Так, в этой комнате еще что-то есть. Ну-ка. Немного предметы у каждого... Ой, точнее, не предметы, а... Камеры немножко отличаются у девчонок. Вот так. У них и объективы разные, и действуют и камеры немножко по-другому. Так, что-то есть еще. Может, на полу где-то? Ну-ка, дверь подергаем. Угу, дверь работает. А, и все, и вот мы вышли. И там мы вышли на второй этаж. Судя по набросанным там инвалидным коляскам. Потолок? Нет. Не могу понять, где этот предмет-то находится. Изучить. Большой предмет, окутанный тканью. Ну, а так, а толку-то от него? Так, подожди. А что, если мы подальше отойдем? Нет? Вообще никак. Шкатулка. Не знаю, может быть, это не предмет вовсе. Не знаю, тут я все уже обошел. Не поднимается. Ладно, выходим. Не вижу смысла еще крутиться тут. Все, тут на лавочках ничего не лежит. Короче, управление, которое они перенесли с Nintendo Wii, оно как бы сделано, но как бы сделано так себе. Вот эта вот дерганая анимация поворота, довода камеры, иногда это сбивает. Так, а тут у нас уже, кстати, ничего не горит. До этого было. Ладно, пошли в столовку. Вот тут вот синяя палка горела.
Уже перестал. Кстати, а что если вернуться назад? У нас же было такое, что надо сфотографировать именно участок комнаты. Может быть, это поэтому там синий этот штучка это горит. Если я смогу вообще туда попасть еще. Понятно. Ладно. Будем, как говорится, как-нибудь в той части, может быть, и сфотографирую. Кстати, я смотрю то, что иногда кадры платья пропадают. Они как-то меньше становятся. Так, что мы можем? Ну, по идее, надо купить все. Хватит только вот так и на одну пленку. Так, как мы попадем в столовую? А что, сохранение не работает? Давай-ка на всякий. Точно, по-моему, сохранение не прошло. Ну вот столовая. По правую сторону. Вот прям тут, что ли? Да. Стой, что-то есть. Оп. Оп, оп. Забираем 3 камня. Ну, призраков. Подожди, надо столовку эту оббежать. Да-да-да, вот тут есть предметы. Я не помню только, я их собирал или нет. Скорее всего, я их собирал, они просто заново появились какие-то. Может быть, на других местах. Так, у нас к этому я позже подойду. Вот тут у нас, помню, шарик был. На каких-то столах где-то что-то было. Вот, стой. Где-то тут. А где? Эй, ты где? Может, на стойке? Вот где-то тут. О, нашлось. Чик, чик. О, 5 камней, отлично. Подожди, камерам. Угу. Ладно, качнем. Качнем, так. Я так понял то, что у нас каждая барышня бегает в разное время. Ну, то есть они не друг за другом где-то ходят. А я думаю, промежуток несколько лет между вот этими ну, что они тут носятся. Промежуток лет 5, по-моему, или больше. Мы же сейчас за кого играем? Мисаки. Я думаю, Мисаки в прошлом бегает. Проектор, он должен воспроизводить катушку с фильмом. Играем, да. Ритуал, как обычно. Это кажется знакомо.
Я думаю, что это она маленькая стояла на ритуале. Я смотрела Кагуру вместе со всеми. И меня забрали. Это еще кто? Мадока? Там Мадока-то вся превратилась уже в другую Мадоку. Так, ну что, где ты? Оп, поймал. Ну нормально, второй кадр тоже засчитали. Так, я бы хотел выбраться отсюда. Пойдем. Ну это не сложный призрак. А, это так. Лайтовенькой пленкой добьем. Так, она где-то рядом вообще. Сзади. Оп. Еще чуть-чуть. Нормально. Что-то лежит там, где исчез призрак. Заметка от Мадоки. Интересно, смогла ли Мисаки найти своего особого друга, от того, о ком она всегда говорила, когда мы были молоды. Думаю, я знала даже тогда. Я знала, что я просто игрушка, занимающая место ее особого друга. Я знала, когда переехать жить к Мисаки и ее семье, что я не более чем замена. Мисаки всегда так боялась вспоминать своего друга, как так боялась. Мне было тяжело, что у нее не было времени для меня. Я была бы намного счастливее, если бы она могла просто забыть о своем друге, оставить это в прошлом и заняться настоящим. Я возвращаюсь в свою комнату. Мисаки, ты тоже возвращайся в свою комнату. Иди и будь со своим другом. Ты можешь вспомнить сейчас. Давай, все в порядке. Все в порядке. Вы двое можете умереть вместе. Найдите подсказки о той девушке. Какой конкретно? О чем речь? Ты должна, говорит, вернуться в свою комнату. Возможно, мне на второй этаж. Угу, сюда. Оп. Ну, фотографируй быстрее. Не успел. Блин. Не поймать ракурс был. Так, ладно, мы, наверное, тогда что, сохраняемся? Пленки, да, закупим. Вот так хотя бы. Вот, сохраняемся и будем закругляться, раз уж нас тут ведут по сюжету, хотя бы будет понятно, с чего начинать следующий стрим. Вот, а вам спасибо за просмотр, за поддержку, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.